Всем привет, меня зовут Алиса. В сегодняшнем видео хочу поделиться своими размышлениями по поводу масляных красок, которые можно разбавлять водой, а также размышлениями о других арт-материалах, которые я купила. Я тут в процессе создания карты цветовой. Я делала карту цветовую для масляных красок. Я пользуюсь вот такой фирмой Winsor Newton. Водорастворимые, точнее, они не водорастворимые, они масляные краски, которые разбавляются водой, которые могут смешиваться с водой. Вот. Мне, в принципе, вот эта вот фирма не прям так очень не понравилась сначала, но в итоге в процессе нормально. Но я уже заказала другую себе фирму попробовать. Сейчас покажу такую. У меня было в одном из последних видео о распаковке арт-материалов. Я показывала, что я заказала вот эту фирму, я уже ее опробовала, и мне больше понравилось. Когда я только начинала пользоваться вот этой фирмой Winsor Newton, то только когда я выдавила из тюбика в краску, так получилось, что там выдавилось еще и масло. И мне это показалось немного странным, и это в итоге негативно сказалось на процессе работы. И я думаю, что это неправильно, что так отделилось масло от пигмента. Вот с этими красками фирмы Cobra у меня такого не было. Все было сразу нормально. И мне кажется, что вообще качество получше, потому что я думаю, что тут выше процент пигмента. И если я буду в следующий раз заказывать какие-то масляные краски, то это будет фирма Cobra. Изначально я работала на вот таком вот разбавителе. Это Solvent Free Gel, Gamblin фирма. То есть тут нету никакого растворителя в составе. Тут масло подсолнечниковое, основной как бы компонент этого геля. Вот. Но в итоге при работе с ним мне не очень понравилось, что краска очень медленно высыхала. И я заказала вот такой вот разбавитель, который способствует также, чтобы быстрее высыхала работа. Я работала в один сеанс, то есть как бы вся картина рисуется за один присест. И мне понравилось. Вот этот медиум, он действительно, как заявлено, как-то ускорил процесс высыхания. У меня где-то за 4 дня так хорошо схватилось все. Конечно, для окончательной просушки нужно больше времени, но вот этот медиум мне понравился. И я работала, хоть этот производитель и советует использовать только с их фирмой, с фирмой Cobra красками, но я работала вот с вот этими красками Winsor Newton. Но и также я использовала белила фирмы Cobra. Также еще, что я хочу рассказать по поводу вот этого медиума. Производитель говорит, что в составе содержится основа как бы растительное масло, потом идут синтетические смолы, и потом третье это секативы, вещества, которые как раз и ускоряют процесс высыхания. Вообще производитель говорит о том, что можно этот медиум, вот этот можно смешивать с водой, но я не пробовала, я не делаю так. Может, я попробую, потом еще расскажу. Но мне в целом понравилось. Очень красиво получилось, красивая работа получилась, блестящая, когда высохла. Но это было только вот 4 дня как. Вот. Карту цветов. Карту цветов я делаю для того, чтобы лучше понимать, как мне работать с цветами. Это очень такое интересное. Для меня оказалось интересное такое медитативное занятие. И мне как-то помогло понять вот цвета, понять, как их смешивать. И вот мне понравилось. Но я тут не использовала для карты, я не использовала никакие разбавители, никакие растворители. Просто вот... ну и масло тоже, конечно, не использовала. Я просто взяла обычную бумагу, загрунтовала ее. Вот. Какие грунты я использую? Я использую сначала такой праймер под грунт.
вот этой фирмы. И потом я использую саму грунтовку Гесса. Вот такую. Грунтовку я в несколько слоев наношу. И потом вот можно такую вот... Можно в целом вот рисовать. Я пробовала рисовать на бумаге очень хорошо. Ничего не пропитывается. Никаких жирных пятен на обратной стороне. Вот карту я делаю как. Еще хочу сказать по поводу нанесения грунта. Я наносила кисточкой, но я вот купила сейчас такой силиконовый шпатель, который должен как бы более гладко это все дело распределить. Я вообще заказала вот сначала, и мне прислали порезанный, но уже вот они мне отправили заново другой. Я еще его не пробовала. Качество, я скажу, мне не прям так нравится. За $10 как бы, что я купила, вот тут видите, такое. Ну, буду пробовать, я думаю, что сработает хорошо. Что-то видео не фокусируется. Вот, и они все такие, вот такого качества, видите? Не очень прям. Я думаю, что должно сработать хорошо. Буду пробовать, как будет потом грунтовка выглядеть. Надеюсь, что оно будет равномерно, гладко. Вот, но я наносила кисточкой, тоже можно. Нормально как бы получается. Вот, как я делаю вообще вот эту карту? Я беру сначала... Сейчас на этом покажу примере. Сначала беру цвет, вот, например, лимонный желтый, и делаю его в разбеле. Также все вот цвета в разбеле сначала. Это первый этап, а потом уже вот беру, например, лимонный желтый, и вот этот цвет смешиваю с этим. Получается такой цвет. Потом этот цвет с таким цветом, с кадмием, желтым кадмий желтый, такой цвет. И так с каждым. Вот этот цвет с этим получается такой. И получается много разных оттенков. Можно видеть, что в итоге с этих красок можно намешать. Мне это вот помогло в работе. Но это такой не быстрый процесс. Я до сих пор вот в процессе вот этого всего создания этой карты для себя. Ну да, но в будущем я думаю, что я буду покупать фирму Кобра. По крайней мере, мне кажется, оно качество получше. Вот. Еще хотела показать, что вот эти масляные краски, которые можно водой разбавлять, да, я не использую воду с ними, я не разбавляю их водой. Я использую вот эти вот разбавители, медиумы. Я в данном случае вот этот мне больше понравился. Но смотря какие тоже задачи. Мне, например, больше понравилось, когда оно быстрее высыхает. И вот этот медиум мне больше подошел. Но если я захочу, чтобы оно там дольше не высыхало, я буду, наверное, вот этот использовать. Хотя он вроде как не специально для этих красок, которые водой растворяются, создан был. Но вот на ютубе американском, да, художники вот это советуют использовать с водорастворимыми масляными красками, но мне как бы не очень. Мне больше вот это понравилось. И вообще вот этой вот фирмы Кобра, у них есть еще один там медиум, по-моему, 0,88. И он вообще не содержит масла. Да, 0,88. Water Mixable Solvent Free Paint Thinner Medium. Но у него какой-то плохой рейтинг. Если кто-то им пользовался, можете, пожалуйста, в комментариях какую-то обратную связь дать. Но я так поняла, что его надо использовать, если работать послойно и в каких-то первых слоях. Так, еще я хотела вот показать, что как я использую воду в этом всем процессе. Я вот, например, у меня кисточка грязная, да, она вот в этой краске масляной. Я вот так не разбавляю вообще обычно. Вот, ну видите, можно вот разбавить. Можно разбавить, но тогда краска будет такая как бы пожиже, да, пожиже. Но я думаю, не знаю. Я не видела, чтобы люди разбавляли, вот именно если на американском ютубе. Ну вот, например, у меня кисточка грязная, такая в краске, вот этой краски. Я ее просто беру, вот так мою. Мою, потом вытираю. У меня тут вода уже не очень чистая, но вообще оно прям хорошо может вымыться. Смотря, как, конечно, какой цвет. Есть такие цвета, которые плоховато. Вот синий плоховато вымывается. Но в целом мне как бы достаточно вот такого. Вот. Потому что я не люблю, когда
при работе такие грязные цвета получаются. И еще так время от времени, конечно, если больше вот кисточек, то удобно разными кисточками пользоваться, потом их собрать, пойти помыть моющим для посуды, и все хорошо. И обратно вернуться, и дальше работу продолжать. Я так делаю. Вот эта фирма кисточек, я, кстати, снимала тоже видео распаковки, с Алиэкспресс покупала, мне не понравилось. Можете какое-то там мое видео посмотреть про распаковку арт-материалов. Тут у некоторых вот этих кисточек прям, ну это нет, побольше, прям вот это шатается, вот тут шатается, это мне не понравилось. Вот. Я бы, конечно, хотела какие-то еще кисти с Алиэкспресс купить, потому что в магазинах, конечно, кисточки не очень такие приятные по цене. Вот такой еще я фирмы купила. Но это больше как щетина. Я могу оставить ссылку на то видео, где я их распаковывала. Вот. Или просто посмотрите, пожалуйста. У меня видео сейчас немного на канале. Вот эти кисточки в целом мне понравились. Но мне как бы это щетина, да, если вот хочется такое вот... Она не сильно жесткая. Особенно вот если побольше, они такие прям не такие жесткие. Поменьше какая-то щетина пожестче. То есть они как-то идут разного качества. Хоть один и набор, но вот эти кисточки в зависимости от размера разного качества. Вот, я бы хотела какие-то еще кисточки приобрести. Если у кого-то есть какие-то рекомендации, пожалуйста, оставьте мне в комментариях названия кистей. Вот, я буду благодарна. Спасибо всем за просмотр этого видео. Всем пока, хорошего дня.